Путин готовит очередное убийство. Кто под прицелом Кремля? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. ВСУ имеет слабую линию обороны в районе Авдеевки. Как долго продлится наступление россиян и почему Сырский задумал кадровые чистки? У них были планы, они об этом говорили, открыто об этом говорили, что они хотят к 15 марта захватить Авдеевку и захватить у них еще Купинск или Купинск-узловой. Немцы, отвечает пропагандистке Симонян. Как долго Москва прослушивает Берлин и что же на самом деле мешает отправке ракет «Таурус» Украине? Откуда взялась запись, неясно. Один из офицеров, который начинает разговор в момент беседы, останавливался в отеле в Сингапуре. Можно предположить, что его номер прослушивался, его телефон был взломан или он подключился к сети через незащищенную сеть Wi-Fi. Взрывы в Одессе и Санкт-Петербурге. В Украине разрушен подъезд многоэтажки, а в России жалуются на падение НЛО. В двух словах, что-то такое начало, как, не знаю, летающая тарелка подлетать. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Украинская ПВО не смогла целиком и полностью отразить ракетно-дроновую атаку со стороны России. Оккупанты запустили 3 управляемые авиабомбы и 17 дронов. Удалось сбить лишь 14 шахедов. ВСУ говорят, что этот обстрел был не характерным. Прилеты зафиксированы в Харькове и в Одессе. Там дроны маневрировали не над домами, а между ними. Один из БПЛА влетел в многоэтажку и уничтожил целый подъезд в Одессе. Стримуємо цю навалу ворожу, але нам потрібні ефективні засоби протиповітряної оборони для того, щоб захищати свої міста, захищати своїх людей. На жаль, сьогодні їх недостатньо. І хотілося б, щоб на це звернули увагу. Звернули увагу наші партнери. Ворог сьогодні воює з мирним населенням, з дітьми, з людьми похилого віку, просто з людьми. Від мала до великого. На месте продолжается разбор завалов. Уничтожено 18 квартир. На момент записи выпуска уже было известно о погибшем 3-летнем ребенке и еще нескольких жертвах среди взрослых. А їх кімната спальня, вона прям углова. І вона повністю зруйнована. Її нема. Просто нема. Тут багато кого нема вже. Нікому не побажаєш, нікому. Як ви дізналися про... А він подзвонив. Чоловіки. Ну що, Анечка підзивала, ви приїжджаєте. І ми з другої ночі тут. Тут такий район, тут ніколи нічого не жужжало, не літало. Це просто, не знаю, тут навкруги все дома, я не знаю, куди воно тут цілилось, який об'єкт. Не очень спокойно было и в 2000 километрах от Одессы. В Санкт-Петербурге что-то врезалось в жилой дом. Губернатор Беглов назвал событие происшествием и заявил, что пострадавших нет. Российские пропагандисты же говорят об атаке БПЛА, а вот у жителей дома своя версия. Они говорят об НЛО. В двух словах, что-то такое начало, как, не знаю, летающая тарелка подлетать. Буквально что-то такое услышали, такой звук. Я сначала думал в окно посмотреть, но в итоге что-то одумался. Бах! Все в огне. Ну и в общем, что там дальше? Быстро мы с папой очнулись, очухались, потому что адреналин, окна все выбило. В кухне вообще раму выбило с окном. Ну, мы вышли, собрали все нужное, вышли. Вот сейчас документы забираем. В Украине была ликвидирована элитная российская штурмовая группа 15-й отдельной гвардейской бригады. Произошло это на Авдеевском направлении. Полное видео этой спецоперации ВСУ вы сможете посмотреть в нашем телеграме. О деталях рассказывает одна из бригад украинских войск. Говорят, удалось зачистить оккупантов благодаря дронам и американским Брэдли. И в ВСУ анонсировали, что это лишь первый подарочек для российской армии. Однако справедливо отметить, что ситуация для Украины сейчас далека от победной. Россияне продолжают наступать. Нью-Йорк Таймс пишет об удивительно слабой линии обороны ВСУ к западу от Авдеевки. Линии обороны слабы, и из-за этого ВСУ могут иметь печальные последствия.
У украинских командиров было достаточно времени, чтобы подготовить оборону за пределами Авдеевки. Этот район подвергается нападениям с 2014 года и с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение 2 года назад. Украина удерживает его с трудом, но оборонительные украинские сооружения за пределами Авдеевки представляют собой рудиментарные земляные укрепления, часто соединительные траншеи для пехоты, чтобы добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того. В чем же дело? Почему одним украинским бригадам удается удерживать свои позиции, а другим нет? В этом решил разобраться главнокомандующий ВСУ. Говорит, что работает сейчас на Восточном фронте и видит, что много зависит от командиров бригад, уровня их подготовки, а также от адекватности принятых ими решений. Обещает кадровые чистки. Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир владеет обстановкой, а действия команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения. Украинские военные эксперты уверены, что российское наступление продлится еще максимум несколько недель. Связано это прежде всего с так называемыми выборами в Российской Федерации. У них были планы, мне об этом говорили, открыто об этом говорили, что они хотят к 15 марта захватить Авдеевку и захватить у них еще Купинск или Купинск-Узловой. Но пока с Авдеевкой у них вроде бы как, к сожалению, получилось, с Купинском вряд ли. Все прогнозировали, все аналитики, что активные действия где-то к концу марта они немножечко стихнут, потому что не может армия так долго наступать, непрерывно неся такие потери. Основные вот эти удары, они больше, основные их наступательные действия, они связаны не столько с военной, какой-то логикой, сколько с политической. Поэтому ожидаем, что где-то к концу марта много боевых действий, немного успокоится. В Крыму начался новый сезон хлопка или же хлопка. Так в ВСУ прокомментировали взрывы, которые произошли на полуострове накануне. Российские пропагандисты и Z-патриоты в пятницу сообщали о непростой ситуации. В частности, проливали слезы по как минимум 3 поврежденным ударным вертолетам К-52. При этом, конечно же, в российском Минобороны об этом не упоминалось. А в ВСУ заявили лишь, что оккупантам стоит приготовиться к новым ударам. Официально известно только о том, что в первый день весны воздушные силы Украины уничтожили еще один российский истребитель, а это в свою очередь отразилось на использовании россиянами авиации. Это ощущается и по количеству бомбардировок, которых стало в разы меньше, а в некоторые дни отсутствуют совсем. За последнюю неделю они всего лишь 1 раз отважились нанести удар управляемой авиабомбой по правому берегу. Как раз в тот момент на восточном направлении была сбита очередная сушка, и самолеты тактической авиации, которые мы наблюдали в небе над Азовским морем и заходили на очередной удар, развернулись и были вынуждены вернуться на свой аэродром, поскольку понимали непосредственную угрозу. Также мы наблюдаем, что они пытаются изыскивать новые пусковые рубежи с акватории Черного моря, акватории Азовского моря. Федеральное ведомство немецкой военной контрразведки проводит расследование и пытается выяснить, откуда российская пропагандистка-боброедка Симоньян могла взять аудиозапись разговора якобы офицеров Бундесвера, которые обсуждали передачу Украине ракет «Таурус» и уничтожение Крымского моста. Да и в целом, был ли на самом деле этот разговор? Немецкий Билд, например, считает, что аудиозапись, скорее всего, подлинная и называет событие неприятным сюрпризом для Бундесвера. Откуда взялась запись, неясно. Один из офицеров, который начинает разговор в момент беседы, останавливался в отеле в Сингапуре. Можно предположить, что его номер прослушивался, его телефон был взломан или он подключился к сети через незащищенную сеть Wi-Fi. Теперь же в Германии ждут результатов расследования, но уже звучат заявления о том, что такой шпионаж и его результаты – это структурная проблема безопасности Берлина. Россия, конечно, демонстрирует, насколько активно она использует шпионаж и саботаж как часть гибридной войны. Ожидаемо, что гораздо больше было перехвачено и слито с целью влияния на решение, дискредитации и манипуляции людьми.
Путин продолжит убивать своих критиков. В этом уверен журналист-расследователь Христо Грозев. Он уверен, что с помощью убийства оппонентов Путин показывает Западу, что у него больше нет красных линий. Грозев также говорит, что расследование смерти Алексея Навального должно завершиться уже в течение месяца. Это будет непросто, так как Кремль пытается замести следы, но тем не менее при этом совершает ошибки. По словам Грозева, сейчас над поиском ответов, что же случилось с Навальным в колонии номер 3, трудятся несколько групп журналистов-расследователей. Могу сказать, что данные есть, хотя они прячут намного больше, чем раньше, потому что они же сами научились, как нельзя оставлять следы после наших предыдущих расследований, но все-таки ошибки они продолжают делать, и поэтому я уверен, что мы найдем. Но само поведение власти указывает на то, что есть что прятать. Поведение власти указывает на страх, на боязнь. И я думаю, что причину этого страха мы найдем скоро. Временное перемирие или же прекращение огня между Цахал и Хамас может не состояться. О надеждах, которые теряет Джо Байден, пишет Bloomberg. Пауза должна начаться 4 марта и продлиться месяц, однако до сих пор не ясно, будет ли достигнута договоренность. Кстати, эта пауза необходима и для освобождения заложников, и для восстановления определенной инфраструктуры в Газе. Гуманитарную ситуацию там называют катастрофической. Накануне США начали сбрасывать продовольственную помощь населению Газы с воздуха. О ситуации на Ближнем Востоке высказалась и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая встретилась в Белом доме с Байденом. Кризис на Ближнем Востоке вызывает крайнюю озабоченность. Нам необходимо координировать свои действия, чтобы избежать эскалации. И в этой связи мы полностью поддерживаем посреднические усилия США. Гуманитарный кризис – наш приоритет номер 1. Италия концентрирует свой вклад на этом. В то же время мы сотрудничаем со всеми региональными игроками, которые должны быть частью любого будущего результата. Мы должны вместе работать над конкретными шагами, чтобы гарантировать перспективу двух государств, которая является единственным долгосрочным устойчивым решением. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.